правовое регулирование рекламной деятельности, правовое регулирование энергетических рынков. Пожалуйста, ты нажимаешь и попадаешь на все материалы, которые размещены когда-либо на сайте именно по этой тематике. Следующий аспект тоже достаточно важный. У нас появляется закрытая часть сайта. У каждого зарегистрирующегося на сайте будет свой личный кабинет, свой логин, свой пароль. И в этой закрытой части сайта мы сможем обмениваться информацией, которую мы бы, например, не хотели бы делиться с другим. Да? То есть, например, вот, к сожалению, нет Елизаветы Борисовны, мы все это обсуждали в свое время, когда у Евгения Порфирьевича был юбилей, был снят фильм, посвященный этому юбилею. И, конечно, может быть, некоторые моменты мы бы не хотели выставлять на всеобщее обозрение, размещать непосредственно на сайте. Но на закрытой части сайта мы это обязательно разместим, чтобы именно наш круг мог посмотреть, именно тех, кто является друзьями кафедры, тех, кто входит в состав членов кафедры, выпускников, студентов, мог бы, например, посмотреть подобный материал. То же самое касается обеспечения учебно-методической работы. У многих преподавателей есть слайды, у многих аспирантов, соискателей они тоже есть. Я очень чувствую глубокое чувство вины перед Анной Белицкой, потому что мы обещали еще с мая разместить ее лекцию на сайте, мы ее потом разместили, но мы обещали разместить ее в красивом виде. Но пока новой версии сайта нет, этого не будет. Но когда она будет, мы обязательно ее разместим. И это понравится всем. То же самое касается других преподавателей, которые, например, по корпоративному праву были разработана замечательная программа учебного курса магистратуры. Мы ее сделаем не просто статичной, мы ее сделаем интерактивной. То есть можно будет сделать соответствующие ссылки и походить, например, по литературе. Можно будет оставить, например, свой комментарий. И это очень важно. Каждому разделу, и что к новости, что непосредственно к закрытой части сайта, можно будет оставлять свои комментарии по поводу происходящего. То есть, например, написал Кузьма Валерьевич Кичик материал по поводу госзакупок, раскритиковал статью господина из компании «Фабрикант.ру», он может сам, господин, зайти и оставить свой ответ. И мы можем посмотреть на реакцию Кузьмы Валерьевича, как они спорят друг с другом, а другие студенты, например, соглашаются или нет. Написал Дмитрий Иванович Дедов свои замечательные блоги, которые размещаются на портале Право.ру, а мы их оттуда берем и размещаем на нашем сайте, с его позволения, разумеется. Мы можем наблюдать полемику, в которую вступит Дмитрий Иванович, например, со студентом нашей кафедры Юрием Лобачевым, который, может быть, с чем-то не согласен с Дмитрием Ивановичем. И в этой ситуации, конечно же, это не просто так, это не просто для того, чтобы убить время, это для того, чтобы повысить качество образования, повысить качество и уровень студентов. Очень важный момент, что при всем прочем, что мы размещаем, что мы делаем на сайте, мы открыты для предложений. Если у вас будут какие-то предложения, если вы хотите, чтобы мы что-то поместили на сайт, пожалуйста, присылайте. Если когда-то вы что-то говорили, и мы этого пока не сделали, вы не думайте, что все это забылось. У меня большая, раньше были тетради, сейчас у меня большая такая стопа, как Роман сказал, гигабайтная, да, на компьютере. Что мы должны разместить на сайте, когда заработает нормальная, хорошая версия? Мы все это разместим. Если не сложно, напомните только, пожалуйста, чтобы мы ничего не забыли. Мы все это сделаем. И еще раз большое спасибо выпускникам, которые действительно не забывают, они теряют связь с кафедрой. Очень приятно, что это была именно их инициатива, она не исходила ни от администрации, ни от преподавателя, а именно они пришли, сказали и сделали. Спасибо. Ну, а сейчас мы уже заговорили о выпускниках кафедры, сейчас пригласим Губина Евгения Порфирьевича для выражения благодарности выпускникам нашей кафедры и награждения их грамотами. Спасибо большое. Действительно, надо всегда знать и понимать, наверное, что... Спасибо большое. Надо понимать, что все, что сделано сегодня, все, что показано, кстати, по поводу сайта, я каждый день практически захожу там на сайт президента Российской Федерации, мне показался этот интереснее, значит. Не знаю, с точки зрения содержания, конечно, разное, но с точки зрения оформления и возможностей, мне
Мне кажется, он будет очень классный. Но я хочу вот что сказать. Не надо забывать, что все, что мы достигли сегодня и сделаем в будущем, это все ведь было сделано не с нуля. Многие в сфере преподавательской деятельности, преподаватели наши, в общем-то, сделали то, что они сделали, и стали тем, кем они есть сейчас, исходя из того, что у них были прекрасные учителя. Тот же самый наше научное студенческое общество, оно ведь сегодня достигло тех замечательных результатов, не только потому, что у нас сегодня такие прекрасные студенты, аспиранты, но и потому, что и до них были такие же замечательные студенты, аспиранты, которые тоже многое сделали. Вот поэтому я хочу сейчас поблагодарить от имени кафедры, от имени, конечно, наших студентов сегодняшних, аспирантов, тех, кто занимается НСО, тех, кто много сделал до того. Простите, может быть, здесь не соблюдается какая-то очередность, алфавитная или значимость, просто так, как вот лежат эти благодарности. Я, честно говоря, не видел Черепанова Никиты, его сегодня нет, но это бывший наш аспирант, наверное, вы его знаете, но ему благодарность это будет передана, конечно. Я всегда тоже не забуду этого аспиранта, потому что он первый, кто подарил на нашей кафедре елку, игрушки. Он был старостой курса, старостой группы, и он организовал это дело. Как-то было это очень приятно, что наши студенты думают и не только о том, что так сказать, надо учиться, но и думают немножечко о том, как бы украсить кафедру, как бы создать необходимую атмосферу на кафедре, и мы ему обязательно благодарим. Вот передо мной благодарность Игорю Юрьевичу Мухачеву, он здесь сейчас присутствует, и я хотел бы эту благодарность ему передать. Это также наш бывший аспирант, наш дорогой. Наша кафедра, вот сегодня Светлана Александровна выступала, она говорила о том, что, к сожалению, так сказать, нам иногда требуется некая спонсорская помощь. Вот в издании того сборника работ студентов, аспирантов и преподавателей по проблемам несостоятельности и банкротства, ответственным редактором которого являлась Светлана Александровна, является Светлана Александровна. Игорь Юрьевич, конечно, сделал много, он помог реально, так сказать, своими материальными средствами. Поэтому, дорогой Игорь, я хочу тебе передать эту благодарность. Кафедры и предоставить Игорю Юрьевичу слово. Объясню почему. Дело в том, что он человек, так сказать, на службе на государственной, поэтому он должен сегодня еще принять участие в ряде мероприятий, он должен уехать, поэтому он попросил несколько слов дать ему возможность выступить с теми тезисами, соображениями, которые касаются науки и практической деятельности. Спасибо. Знаете, прежде чем я приношу извинения, то, что мне приходится выступать, может быть, не в порядке очередности, но прежде чем я перейду к небольшому сообщению, его пришлось сжать от доклада до небольшого сообщения, касающихся практической деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, я хочу сказать несколько слов о своих впечатлениях, которые я здесь увидел. Я восхищен. Я просто-напросто получал удовольствие, такое впечатление, что я пришел в молодую, преуспевающую корпорацию, чуть не сказал государственную корпорацию, хотя, может быть, она близко к этому, преуспевающую корпорацию, где все поставлено на высочайший уровень. И люди, которые здесь присутствуют, работают и трудятся, они, разумеется, высочайшие интеллектуалы. И то, что здесь я увидел, это по-настоящему красиво, мне очень понравилось. Когда я увидел издалека значок, он мне напомнил, кстати, не крейсер, а вертолет почему-то. Наверное, потому что я в вертолетном холдинге просто работаю, и мне здесь золотая полосочка, которая вверху, она почему-то пропеллер напомнила, но это, от этого даже приятнее. Я хочу сказать, что действительно очень замечательно сделан сайт, и даже когда, ну не секрет, конечно же, когда кто работает над разработкой сайта, иногда звонят, и действительно необходимы какие-то незначительные суммы в помощи. Я хочу официально обратиться. На это приятно смотреть, звоните чаще и просите больше. Это действительно... Я призываю всех, на это действительно надо тратить деньги, потому что это все один раз сделаем, и потом это легко поддерживать. То есть это надо просто-напросто действительно один раз сделать, а потом уже просто этим пользоваться и получать от этого удовольствие. Спасибо. Также очень короткое замечание.
относительно американской программы, которая действительно у нас с Денверским университетом. Они также расширяют сферу своей деятельности. Каждый год многим известный Сид Брукс приезжает, это судья по банкротству в штате Колорадо. Он приезжает каждый год, лично участвует в отборе студентов. Я бы хотел попросить всех аспирантов, которые здесь присутствуют и которые не присутствуют, активнее участвовать в этой программе. Каждый год отбирают одного из аспирантов. Как правило, это аспиранты второго года обучения, потому что просто, чтобы не нарушать именно процесс написания диссертации, а именно собрать необходимый материал, активнее участвуйте. Это практически бесплатная программа для студента, за исключением каких-то маленьких авиаперелет туда и обратно. Кафедра предпринимательского права вот сейчас более активно участвует, выпускники, аспиранты присутствуют. До этого несколько лет у нас практически ни одного кандидата даже не было. И несмотря на то, что мы каждый год заявляем, поэтому активнее участвуйте, пожалуйста. Единственное требование, которое там существует, это то, что у кандидата обязательно должен быть сдан TOEFL. И возникает каждый год такая проблема, что лучшие ребятишки, я условно так называю, потому что очень приятно смотреть на молодежь, на очень умную, очень красивую, а TOEFL нет, возникает необходимость за 2 месяца его сдать и просто не успевают физически попасть в эту программу. Кто хочет поехать на полгода учиться в Денверском университете, заранее сдайте, у вас есть целый год еще впереди, сдайте TOEFL, придите с этими документами, там действительно очень легкий отбор. А возможность уникальная, я участвовал в этой программе, и эта программа действительно очень хорошая. Теперь я перехожу непосредственно к своему короткому сообщению, своему докладу, который я хотел сделать, с теми проблемами, которыми приходится сталкиваться в настоящее время. Тема его – это аккредитация саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в крупных холдинговых и банковских структурах, которые системно используют механизм банкротства. Вообще такая сложная, на первый взгляд, тема родилась не то чтобы из ниоткуда, а это та практическая проблема, которая стоит практически перед каждым арбитражным управляющим, перед каждой саморегулируемой организацией. Холдинговые, крупные, в том числе государственные структуры, такие как, например, Сбербанк России, например, Внешэкономбанк или Внешторгбанк, которые вам всем прекрасно известны, это группа Альфа. В какой-то части, я могу сказать, это и, безусловно, Ростехнологии, они занимаются банкротствами в системном порядке. И, конечно же, они вынуждены выбирать из того объема саморегулируемых организаций те, которые действительно наиболее соответствуют высоким требованиям каждому из них. Борьба за подобную аккредитацию между саморегулируемыми организациями, она действительно идет очень сильная, очень ответственная, и там сталкиваются огромные интересы для того, чтобы все-таки получить подобную аккредитацию. Кстати, это не бесплатно, это платная услуга по аккредитации, хотя правовой режим ее на самом деле до сих пор не исследован. Поэтому возникла проблема изучить этот вопрос и понять вообще, что действительно представляет из себя подобная аккредитация и где ее место в правовом регулировании. Вообще термин аккредитация все-таки у нас в основном используется в административном праве. Это все-таки как механизм. Вообще термин аккредитация исходит от латинского аккредитере, оказываю доверие. И сразу же возникает вопрос, если мы говорим об аккредитации, например, в Гражданском кодексе, у нас есть одна статья, которая посвящена государственной аккредитации. Но в нашем случае тема моего непосредственно сообщения касается не государства в чистом виде. Государство действительно аккредитует, но оно аккредитует в определенных сферах деятельности, например, в медицинской сфере, в образовательной сфере. Вам всем известно, конечно же, что есть такое понятие, как аккредитация образовательных учреждений и так далее. В сферах потребительского рынка существует аккредитация и так далее, и так далее. Но аккредитации между юридическими лицами как таковая не регулируется на самом деле. И изучить ее действительно еще предстоит. Поскольку у меня не так много возможностей, я на примере
арбитражных управляющих, приведу как бы основные критерии, основные характеристики, которые сейчас существуют. На примере одной из государственных структур, не буду ее называть, потому что это лишь один из примеров, который существует у нас сегодня на рынке. Например, для того, если организация хочет аккредитоваться и получать заказы от крупной холдинговой банковской структуры, она должна, например, уже существовать не менее 5 лет. Кстати, сами критерии, которые определяет для себя корпорация, они также определяются только внутренними нормативными актами. И что любопытно, по большому счету, без настоящего нормального правового регулирования подобных процессов, эта услуга существует на усмотрение всего лишь, грубо говоря, нескольких лиц, которые занимают руководящие должности в корпорации, и только от них воли фактически сейчас зависит принимать, аккредитовать, оказывать то самое доверие в переводе с латинского или не оказывать. Хотя на самом деле понятие вот этого доступа к оказанию услуг по банкротству, хотя здесь, конечно же, услуг я беру в кавычках в данном случае, я лишь для удобства восприятия использую этот термин. Срок функционирования не менее 5 лет. Компенсационный фонд не менее 12 миллионов рублей. Вы знаете, что у каждой саморегулируемой организации арбитражных управляющих существует и компенсационный фонд, и они все подвергаются огромному количеству проверок со стороны Министерства юстиции для того, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Так вот, не менее 200 арбитражных управляющих в составе СРО. Практически установление этого требования по указанию одного из сотрудников крупной холдинговой структуры вычеркивает 80% саморегулируемых организаций из возможности участвования в процедурах банкротства. Таким образом создаются условия для отстранения, несмотря на то, что саморегулируемая организация может соответствовать всем требованиям согласно требованиям законодательства, но установление требований в 200 человек, а не 199, предположим, уже не дает им возможности участвовать в банкротствах. Тем самым осуществляется некое, я не назову сейчас в чистом виде, правовое регулирование. Я как раз главным выводом своего доклада, забегая вперед, и хочу сказать, что это та сфера, которая на сегодняшний день является фактически белым пятном у нас в законодательстве, которое еще необходимо глубоко изучить и действительно заниматься его регулированием. Наличие представительств и представителей не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации. Возможность назначения арбитражных управляющих для работы в любом из субъектов Российской Федерации. Не менее 3 арбитражных управляющихся, которые были подвергнуты административному наказанию за последние 2 года. Представьте себе 200 арбитражных управляющих, которые каждый день занимаются банкротствами. У каждого из них, предположим, по 2, 3, 4 может быть дело в производстве. Это более 500, может быть, или 600 банкротств. И за 2 года деятельности всей организации не более чем 3 административных наказания. Очень любопытный критерий, который опять-таки либо позволяет организации участвовать в этом сегменте банкротств на рынке, либо не позволяет. И очень любопытный критерий, на котором можно остановиться отдельно. И я, конечно же, хотел об этом рассказать более подробно, но, может быть, это будет уже изложено в тезисах в письменном виде и потом представлено на сайт. Как раз вот мы с Александром Молотниковым эту тему обсудим чуть-чуть, за рамками сцены. Например, термин требование. Стабильное руководство саморегулируемой организации, функционирующее в неизменном составе последние 2 года. Очень любопытно, на мой взгляд, вот как требование, которое позволяет, представьте себе крупную структуру, возьмем там либо Сбербанк, либо ВТБ, либо Межэкономбанк, который является не столько банком, сколько, конечно же, госкорпорацией. В основном они хотят, конечно же, стабильных саморегулируемых организаций, но от их воли, в данном случае внутрикорпоративной, зависит распределение сегментов рынка банкротств. На мой взгляд, это достаточно любопытно. Спасибо большое за возможность чуть более раннего выступления. Огромное спасибо Евгению Порфирьевичу. Спасибо, Евгений Юрьевич. Не важно, что мы продолжим все-таки
поздравления и выражения благодарности нашим выпускникам. Это займет, может быть, не очень времени, много, но я уверен, что это очень нужно, потому что это не просто приятно, это наша благодарность искренняя всей кафедры и всех тех, кто сегодня здесь присутствует. Виталий с Юргио Бабушинского у нас, я его видел, в этом цехе там подходит. Ну, Виталий, наверное, многие знают хорошо, и студенты, и преподаватели, и по работам, и по книгам, и он у нас защищался, учился, много нам помогает. Мы его часто встречаем в «Газпроме», тогда, когда с Петром Гордеевым, Светланой Санной решаем вопросы, и с Николаем Ивановичем Михайловым решаем вопросы Третейского судопроизводства. Вот, и всегда горды, когда я вижу перед кабинетом вывеску своего любимого ученика. Поэтому я хочу передать ему вот эту благодарность именно за активное содействие в развитии кафедры предпринимательского права. Потом и пожелаем всего самого доброго, хорошего, счастья, успехов и дальнейших творческих наших связей во всех вопросах. Потому что действительно и в преподавании он часто у нас бывает на кружке, и в науке он принимает участие, в учебнике корпоративного права, который сегодня презентовали, у него есть соответствующий. Спасибо огромное. Спасибо. Алена Кондакова здесь. Алена, где вот. Ну, опять же, за активное содействие. Может быть, кто-то, не знаю, наверное, знает по другой фамилии, вот. Но сейчас она такова. И я хочу ее поблагодарить за то, что она так много тоже нам помогает, всегда делала, всегда была рядом с преподавателями. Это те, кто, в общем, составляет гордость нашей кафедры. И хочется пожелать ей всего самого хорошего, самого доброго и тоже успехов. Не только, конечно, я не знаю, теперь уже в учебе, но, наверное, в семейной жизни, и в работе, и в том, чтобы вы нас не забывали. Пожалуйста. Ани Ильченко я не видел, к сожалению, ее, видимо, нет. Сегодня она не смогла приехать, но она тоже